Всем привет! Сегодня готовлю знаменитый миндальный торт из IKEA. Его легко приготовить в домашних условиях. Смотрите это видео, и вы узнаете все секреты приготовления этого вкусного шведского торта. Проще всего начать приготовление именно с крема, но для начала нужно отделить желтки от белков, потому что желтки пойдут у нас в крем, а белки в коржи. Количество используемых яиц влияет на размер самого торта. Я буду готовить на 4 яйца. Все ингредиенты и граммовки вы найдете в описании под этим видео. В сотейнике с толстым дном соединяю желтки, сахар и сливки. Сливки использую жирностью не меньше 30%. Включаю средний нагрев и при постоянном помешивании венчиком довожу крем до загустения. Можно использовать термометр и ориентироваться на температуру 75-80 градусов, а можно смотреть на консистенцию. Когда вы увидите, что крем начал загустевать, снимайте сотейник с огня. Потом желательно переложить массу в отдельную миску и сразу же накрыть пищевой пленкой в контакт и оставить при комнатной температуре до полного остывания. И пока заготовка для крема будет остывать, можно начать приготовление коржей. Лучше всего для этого рецепта использовать миндаль, который вы сами измельчили в кофемолке. Я пробовала готовить этот торт с миндальной мукой, но, к сожалению, результат меня совсем не порадовал. Коржи получились не такого насыщенного цвета, какие должны быть в этом тортике. Плюс при неправильной пропорции, если положить мало муки, то коржи могут получиться тонкими, а это совсем не то, что нужно. Идеальный вариант готовить из цельного сырого миндаля, самостоятельно измельчив его. Теперь отправляю белки в чашу миксера и взбиваю их до устойчивой пены с щепоткой соли. Когда пена образовалась, понемногу в несколько этапов добавляю сахар, не весь сразу, а постепенно. После того, как я добавила весь сахар, взбиваю белки до устойчивых пиков. Скорость миксера у меня выше средней или ближе к максимальной. Вот такая меренга должна получиться в итоге. Не текучая и хорошо держит форму. Теперь добавляю к белкам измельченный миндаль и аккуратно перемешиваю силиконовой лопаткой. Движение снизу вверх. Для этого торта нужно приготовить 2 коржа, поэтому я предварительно разделила меренгу на 2 равные части, используя весы, для того, чтобы коржи были одинаковой толщины. Для удобства я фиксирую пергамент на противне с помощью меренги и сверху ставлю форму. Я буду использовать кольцо для выпечки диаметром 18 см. Если вы будете использовать форму большего диаметра 20 или 22 см, то тогда вы должны увеличить количество яиц. Делайте не на 4 яйца, а на 5. Сейчас выкладываю одну часть массы в форму и распределяю аккуратно по поверхности силиконовой лопаткой. Удобнее это еще сделать с помощью столовой ложки. Идеально, когда вы сможете эту ложку еще немного согнуть в основании. Теперь аккуратно поднимаю форму, придерживая пергамент, и делаю рядом второй корж. Если у вас нет такого кольца, как у меня, вы можете нарисовать на пергаменте круги нужного вам диаметра и распределить меренгу уже по этому кругу, либо с помощью кондитерского мешка, либо аккуратно ложкой, как вам будет удобно. Отправляю коржи выпекаться в разогретую духовку до 170 градусов примерно на полчаса. Ориентируйтесь по своей духовке, коржи должны подрумяниться, стать золотистыми. Режим выпекания вверх-вниз. Пока выпекаются коржи, подготовлю миндальные лепестки, которыми буду посыпать торт. Просто обжариваю их на среднем огне до золотистого цвета, обязательно периодически помешивая. Смотрите, чтобы миндаль не подгорел.
После приготовления коржи я сразу не достаю из духовки, немножко приоткрываю дверку и даю им остыть вместе с духовкой. Это я делаю для того, чтобы при контрасте температур мои коржи не осели. Если бы у меня было еще одно железное кольцо, я бы выпекала коржи в кольцах. Потом достаю коржи из духовки, перекладываю на решетку и отделяю от пергамента. А пока коржи окончательно остывают, можно завершить приготовление крема. Беру остывшую заготовку и взбиваю ее миксером до однородного состояния. По желанию, на этом этапе вы можете добавить в крем несколько капель миндального ароматизатора, либо же добавьте столовую ложку ликера амаретто. Этим вы в разы улучшите вкус торта и подчеркнете миндальный аромат. Потом добавляю сливочное масло. Оно должно быть размягченное комнатной температуры. Если будете взбивать крем ручным миксером, то добавляйте масло в несколько этапов. Как добавите все масло, взбивайте крем до пышности и стабильности. Я периодически останавливаю миксер и счищаю крем со стенок чаши, а потом опять продолжаю взбивать. Крем получается стабильный, который хорошо держит форму. Крем я тоже разделила на две равные части с помощью весов. Ну все, теперь можно собирать торт. Беру тарелку необходимого диаметра и выкладываю по бокам полосы пергамента. Это делаю для того, чтобы после сборки тарелка была чистая и не замазанная кремом и крошкой миндаля. Кладу первый корж и сверху него одну часть крема и разравниваю его спатулой. Обращу ваше внимание на цвет крема. Он будет зависеть от качества яиц. Для торта я использовала домашние яйца, поэтому у меня получился такой максимально насыщенный оттенок. Потом сверху кладу второй корж и также разравниваю крем. Обязательно промазываю бока кремом и делаю максимально ровный верх. Потом сразу же посыпаю торт миндальными лепестками сверху и обязательно по бокам. Если это необходимо, слегка прижимайте миндаль к торту. По желанию вы можете использовать еще больше миндальных лепестков, чтобы даже крем не просвечивался сверху. Он будет максимально облеплен миндальными лепестками и станет еще вкуснее. Теперь убираю аккуратно пергамент и вуаля, чистая тарелка. Отправляю торт на стабилизацию в холодильник минимум на 2-3 часа, а еще лучше на ночь. У меня торт простоял ночь в холодильнике, давайте же скорее посмотрим, какой он получился. Невероятно красивый, аккуратный разрез. За счет того, что он невысокий, его максимально удобно есть. На вкус он просто нереальный, мне безумно нравится. Этот торт можно заморозить, он классно переносит заморозку. Достали из морозильника и через 5 минут уже можно есть. Если вам понравился этот рецепт, не забудьте поставить лайк, подписывайтесь на мой канал и, конечно же, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые рецепты.